Всем здорово, я продолжаю снимать ролики про старые игрульки, дабы погрузить в ностальгию, скорее всего, уже больших дядечек, как бы странно это ни звучало. И показать младшему поколению, какими игрушками мы себя развлекали. И в эту очередь попадает игра с 17-летней давностью – Шрек 2. Вы можете спросить меня, а почему же вторая часть? Просто потому, что в первую часть я не играл. И когда решил посмотреть, что она себя представляет, то ли я слепой, то ли что, увидел только какие-то кастрированные мини-игры или того самого первого Шрека. Но он был на платформе Xbox и Nintendo GameCube, а я, к сожалению, или к счастью, ими не владел. Так что вот. Давайте приступим. Нас встречает диктор и осел. В некотором государстве жили-были людоед и прекрасная принцесса. Однажды они повстречались и полюбили друг друга. После чего мы видим кат-сцену со ослом, который наслаждается каким-то напитком. И к нему приходит Шрек и Фиона, который в недоумении спрашивает его, почему он так все засрал мусором. Осел рассказывает, что некие солдаты пытаются поймать волшебных существ. И нам нужно сорвать плакаты с розыском этих самых существ. Еще советуют собрать монеты, которые разбросаны по всей локации. После нам нужно будет перепрыгнуть кувшинки и побить грушу, дабы ознакомиться с механикой боя. По сути, это просто нажимать на... Пройдя еще парочку препятствий, нам показывают желтую кувшинку, которая позволяет нам отпрыгнуть дальше и выше. Перепрыгнув колючие кусты, нам показывают фею, если его можно так назвать. Если ты меня увидишь, подбеги ко мне, и я сохраню твою игру. Правда волшебно. Он больше смахивает на алкаша с крылышками. Ох, блять. Так сказать, сохранялочка на минималках. Также нам показывают магазин с феей крестной, в котором мы можем приобрести разные зелья. И показывают рекламу. Если у вас проблемы, приходите в зелье для веселья крестной. Мы вам с радостью поможем. Да. Дальше осел едет на свадьбу Фионы и Шрека. Но тут им устраивает засаду бандиты, которые вдогонку еще и отбирают колесо повозки. Так еще и решают поиграть с нами как с собачкой. Шрек разваливает им кабину и забирает колесо. Позже ему дают задание расчистить путь от упавших деревьев, которые спилили бандиты. Потом начинается кат-сцена, в которой рассказывается, что король, отец Фионы, негодует по поводу Шрека и решает ему поднасрать, и предлагает пойти в лес на охоту. Но они в лесу никого не находят. Шрек и осел решают разделиться в поисках короля. Мы переключаемся на осла, которому предстоит пройти через мост, но тот закрыт каким-то чудилой. С помощью гриба мы добираемся до него, даем пизды и благополучно опускаем мост. Пройдя еще препятствия с деревьями, мутантами и ловушками, осел натыкается на табличку с бесплатной едой. Думаю, это очень удачное и нисколько не подозрительное совпадение. И ясен хрен попадает в ловушку бандитов. К счастью, к нам поспевает Шрек, и тот спасает осла. Переключившись за Шрека, нам также нужно будет где-то попрыгать, где-то повзбираться, перекинуть осла через реку. Побегав по грибам и попинав еще парочку бандитов, мы встречаем кота в сапогах, с которым у нас начинается потасовочка. Пройдя довольно-таки нудный уровень с котом, мы узнаем от него, что его послал король, дабы убить Шрека. Шрек расстраивается, что королю не нравится его любовь с Фионой, и кот предлагает пойти за зельем любви, которое находится в фабрике феи крестной. Придя в фабрику, мы встречаем эту самую фею. Та говорит, что людоеды не могут быть счастливы, и выгоняет Шрека. Его такой расклад не устраивает, и он решает украсть зелье. Натянув латексный костюм на голову, Шрек и осел договариваются с котом, чтобы тот нашел зелье. Я намного ловчее, чем ты, гораздо умнее, чем осел, и могу пролезть в эту трубу. Пропаркурив по фабрике и перебравшись через лазеры, мы пробираемся в отсек с зельями, и кот благополучно его пиздит. И встречается со ослом и Шреком. Но тут поднимается тревога, и проход обрушивается, и нам приходится играть за осла. Пробив пару копытных этим латексным пузырям, ослу приходится бежать от утечки зелий и прыгать в окно к Шреку и коту. Убежав от фабрики, Шрек и осел решают испробовать зелье, но на первое время безуспешно. Кот говорит, что неподалеку есть конюшня, где можно передохнуть. А ну иди сюда, мохнатый, сейчас мы с тобой потягаемся, кто быстрее. Еха, я тебя обгоню. Спасибо, ребята, что подождали. Ой. И тут нам опять приходится почесать кулачки. Ну, тут все по классике. Дальше Шрек пробирается в какие-то шахтерские катакомбы, где придется пинать пауков и обходить разнообразные ловушки. Выбравшись из пещеры и поразбивав еще парочку угрюмых морд, Шрек все-таки добирается до конюшни. Герои решают перевести дух. Шрек, что? Это был кот. Клевета! Прости.
И вот наши герои, не прочитав, что написано на бутылочке мелким шрифтом, уснули. На следующее утро оказалось, что зелье навеки счастливо все-таки сработало. Да еще как! Ну, не знаю, как по мне, красивее они не стали. Тут мы начинаем игру за кота, которому нужно пробить путь через решетку и открыть проход Шреку и Ослу. Я их задержу. Вы двое, прочь! Кот в сапогах не бежит от драки. Справишься? Нет, прости меня, друг. Что ж, пришло время расстаться. Пойдем другим путем. Точно, попробуй. И тут уже нужно Ослу нажимать на кнопки и паркурить по клеткам. Короче, считай то, что и раньше. Проскакав остальные препятствия, мы натыкаемся на жирненького рыцаря. Но сразу видно, тут кормят стражу хорошо. Мы его побеждаем, после чего осел убегает к вратам замка. Так, у меня начинается дежавю. Разработчики решили, что длинного и нудного уровня со ослом мало, и решили добавить прохождение от лица кота. Ну, скажу, что если сравнивать, то уровень за кота мне понравился больше. Но это скорее всего из-за самой локации, так как в принципе ничего нового. Также нужно прыгать и подниматься уже не на лифте, а на бочке и едкой жидкости. И драться не с стражей, а крысами. Зато босс один и тот же. Тот же Жарабас в доспехах. Хех. И угадайте что? Да, снова дежавю. И в этот раз мы уже играем от лица Шрека. Но тут уже сложность увеличивается. Но только тем, что врагов нужно в обязательности убивать, дабы пройти дальше. И встречаем все того же Пухляша. Потом начинается динамический уровень с огромной печенькой, которая швыряет всем и вся. И проламывает нам вход в замок, в который мы встречаемся с Фионой и наблюдаем короны ляпаса от возлюбленной. После чего у нас начинается борьба с феей крестной. Закидывая ее фруктами и отбивая атаки, мы побеждаем. Осел превращается в осла, а Шрек и Фиона в огров. Ну что же, вот и счастливый конец. Да, в детстве, конечно, казалась эта игра по-иному. Сама по себе она хорошая, если не брать в пример деревянное управление и затянутый сюжет. Но то я, наверное, уже придираюсь. И если тебе понравилось, то можешь нажать на свой лайк и подписаться на канал. И можешь оставить свое мнение в комментариях по поводу этого видео. Мне будет очень приятно. Еще увидимся. Пока.